Элизабет Роузмонд Тейлор родилась 27 февраля 1932 года в северо-западном пригороде Лондона Хампстеде. Это был элитный район, где жили аристократы, а каждый дом был как произведение искусства. Родителями Элизабет были американские актеры Фрэнсис Лэн Тейлор и Сара Виола Вамброд, приехавшие для съемок кинокартин в Англию и обосновавшиеся там. Фрэнсис и Сара были знакомы еще со школьных времен, когда будущий глава семейства помогал подруге носить книжки после уроков, провожал до дома, а Сара взамен помогала ухажеру делать домашнее задание. Впоследствии отец Элизабет открыл картинную галерею, в чем ему помог дядя Говард Янг, который был весьма влиятельным и успешным бизнесменом в Америке. Мама же играла в театре под псевдонимом Сара Созерн. Отец ходил на все ее спектакли и каждый раз носил ей в гримерную цветы. Элизабет воспитывали в условиях поистине пуританской строгости. В школу она не ходила, и ее обучением занимались родители. С ранних лет маленькая Лиз получала самое лучшее воспитание. Мать преподавала ей актерское мастерство, а отец часто брал с собой в художественную галерею. С 3-летнего возраста малышке преподавали уроки балета. Этот вид искусства увлек ее не на шутку, и даже дома Элизабет постоянно ходила на пуантах. Во время Второй мировой войны семье пришлось вернуться в Америку. Доход Фрэнсиса от его картинной галереи сильно упал, и семье пришлось умерить свой богемный образ жизни. Тем не менее, мама продолжала обучать свою дочь актерской игре, светским манерам, танцам и игре на фортепиано, а также при возможности приводила Лиз на кинопробы. У девочки на роду было написано стать актрисой. С детства у нее появились великолепные актерские навыки. Лиз могла заплакать в любую минуту горькими слезами и тут же заливаться веселым смехом. А очаровательная улыбка и глаза редкого фиалкового цвета в обрамлении двойного ряда черных пушистых ресниц не могли никого оставить равнодушным. Да, это не ошибка. Девочка родилась с редкой генетической мутацией, дистихиазом, характеризующимся появлением второго ряда ресниц. Такая вот необычность. На одной из кинопроб девочке улыбнулась удача, и с этого момента для Элизабет началась жизнь в свете софитов. В 1942 году 10-летняя Лиз сыграла свою первую небольшую роль. В картине «Каждую минуту рождается человек». Однако студия Universal не стала предлагать девочке новый контракт. Но уже в следующем году юной мисс Тейлор достались две главные роли. Присциллы в фильме «Лесси возвращается домой» и Эллен Бёрс в картине «Джейн Эйр». Далее последовали роли в таких фильмах, как «Национальный бархат», «Синтия», «Жизнь с отцом» и ряд других картин. Однако кинорежиссеры и критики воспринимали актрису ввиду ее возраста с изрядной долей скептицизма. В 18 лет Лиз вышла замуж за наследника бизнес-империи сети отелей Хилтон Конрада Хилтона-младшего. Однако брак не продержался и года. Новоиспеченный муж злоупотреблял алкоголем и под его влиянием оскорблял и избивал беременную на тот момент супругу, что в конце концов закончилось для нее выкидышем. Развод не заставил себя долго ждать, и спустя 9 месяцев Элизабет освободилась от уз брака. Некоторое время спустя она влюбилась в актера Майкла Уилдинга, который был старше девушки на 20 лет. Элизабет этот факт совершенно не смущал, как собственно и то, что Майкл на тот момент был женат на немецкой кинодиве Марлен Дитрих. Вскоре Майкл развелся, и пара смогла пожениться. Всеобщее признание пришло к Тейлор после того, как она снялась в таких фильмах, как «Конспиратор» в 49 году, «Отец невесты» в 50-м и «Место под солнцем» в 1951. Наконец, зрители разглядели не только ее обаяние и красоту, но и изрядный талант. Кстати, фильм «Конспиратор» принес Тейлор не только признание на родине, но и всемирную известность. В 1953 году у Элизабет и Майкла родился сын Майкл Говард, а в 1955-м второй сын, получивший имя Кристофер Эдвард. Однако тихая и спокойная семейная жизнь была скучна для Элизабет, и спустя еще 2 года она ушла от мужа. Вскоре после этого у актрисы вспыхнул страстный любовный роман с американским продюсером Майклом Тоддом. Их отношения развивались стремительно, и как потом вспоминала Элизабет, это был ее самый счастливый брак, основанный на верности, любви и взаимопонимании. В одном из интервью она впоследствии призналась, что Майкл был единственным, кого она по-настоящему любила. В этом браке у них появилась дочь, которую назвали в честь Тейлор и ее отца, Элизабет Фрэнсис. Ради своего мужа Элизабет даже приняла его веру, иудаизм. Но, к сожалению, браку не суждено было продлиться долго. В марте 1958 года Майкл погиб в авиакатастрофе. 26-летняя Элизабет осталась дважды разведенной вдовой с 3 детьми. Актриса долгие месяцы не могла смириться со смертью мужа, впала в
глубокую депрессию, и родные даже стали беспокоиться за ее жизнь. Но уже год спустя Тейлор вновь вышла замуж. На этот раз ради нее оставил свою семью известный в то время певец Эдди Фишер. И за Элизабет закрепилось звание коварной искусительницы и разрушительницы семей. Тем временем ее карьера шла в гору, и в 1960 году Элизабет Тейлор получила свой первый Оскар за лучшую женскую роль за участие в картине «Баттерфилд 8». Мало кто знает, но незадолго до вручения ей этой награды Элизабет находилась буквально между жизнью и смертью. Актриса тяжело заболела пневмонией, и врачам пришлось провести трахеотомию. На фотографии с церемонии можно даже увидеть шрам на шее от введенной в нее трубки. В 1961 году Тейлор предложили главную роль в фильме «Клеопатра». По слухам, актриса не хотела сниматься в нем, поэтому просто назвала баснословный гонорар в $1 миллион, чтобы от нее отстали. Однако, к всеобщему удивлению, ей выплатили требуемую сумму, и в 1963 году фильм был благополучно снят. К сожалению, картина не окупила затраты на бюджет и, можно сказать, провалилась в прокате. Однако все же получила несколько премий. На съемках Лиз познакомилась с обаятельным актером Ричардом Бёртоном, и между ними вспыхнул бурный роман. На тот момент оба состояли в браках, но это не остановило влюбленных. И в 1964 году они расторгли предыдущие отношения, поженились и удочерили девочку из Германии по имени Мария. Бёртон подарил супруге кольцо с огромным бриллиантом, которое стоило около $3 миллионов, а также преподнес ей самую большую в мире жемчужину, выловленную еще в 16 веке и получившую название «Перегрина». Красота актрисы просто будоражила весь мир, однако Элизабет вовсе не боялась менять свою внешность. Ради съемок в картине 1966 года «Кто боится Вирджинии Вулф» Тейлор пришлось сильно поправиться, а гримеры хорошо постарались, прибавив милому личику почти 20 лет в виде дряблости кожи и морщин. Можно сказать, что фильм явился одновременно и апогеем, и творческим закатом в карьере актрисы. За роль в этой картине она получила свою вторую престижную награду. Позже Элизабет говорила: «Самая дорогая мне роль — Вирджиния. И не только потому, что за нее я получила второго Оскара. Она из тех редких ролей, которые будоражат фантазию и интеллект». К сожалению, лишний вес, который актриса легко набрала, сбросить оказалось не так просто. В итоге Элизабет стала раздражительной, мнительной, и у нее началась затяжная депрессия. Актриса пристрастилась к алкоголю и психотропным веществам, в результате чего кинокарьеру к 45 годам фактически пришлось завершить. Она долго лечилась, регулярно проходила курсы реабилитации от зависимости, но раз за разом срывалась. Прожив больше 10 лет вместе, супруги Ричард и Элизабет пережили много боли и переживаний, один развод и повторную свадьбу, и в итоге решили окончательно разорвать свои отношения. В 1976 году Тейлор совершила удивительный и смелый поступок. Она предложила себя в заложницы в обмен на евреев, захваченных террористами в Уганде. Но посол Израиля отказался, отметив, что еврейский народ этого никогда не забудет. Годом позже актриса вышла замуж за сенатора штата Вирджиния Джона Уорнера. Однако счастья в этом браке Элизабет не нашла. Ей наскучила тихая и размеренная жизнь в поместье, а Джону, как выяснилось, нужна была лишь слава знаменитой супруги, чтобы продвигать свое имя в предвыборной кампании. В итоге, после 5 лет совместной жизни, они оформили развод. В 80-х годах Тейлор сблизилась с певцом Майклом Джексоном. У них возникла теплая дружба, и вместе они решили основать благотворительный фонд по борьбе со СПИДом. Она даже продала на аукционе то самое кольцо за $3 миллиона, которое подарил ей бывший муж Ричард Бёртон, а все вырученные от продажи деньги направила в этот благотворительный фонд. Также впоследствии Тейлор стала крестной матерью 3 детей Майкла. Актриса всегда яростно защищала своего друга, когда его обвиняли в растлении малолетних, а также очень тяжело переживала его смерть в 2009 году. В 1991 году Тейлор вновь вышла замуж. На этот раз ее мужем стал простой работяга Ларри Фортенски, с которым она познакомилась в клинике, где оба проходили курс лечения от алкогольной зависимости. Но и этот брак оказался неудачным, и спустя 5 лет пара развелась. В 1993 году актриса получила свой 3-й почетный Оскар за выдающийся индивидуальный вклад в дело гуманизма. На экране же Элизабет больше никогда не появлялась, лишь изредка давая интервью на телевидении. Последнее появление Элизабет Тейлор на публике состоялось в 2007 году на мероприятиях в кинокомпании Paramount Pictures, посвященных проблемам ВИЧ и СПИДа. А 23 марта 2011 года, на 80-м году жизни, Элизабет Тейлор скончалась от сердечного приступа. Последние минуты жизни она провела в окружении близких, находясь в медицинском центре Сидар-Синай в Лос-Анджелесе.
Несмотря на то, что кинематографическая карьера Элизабет Тейлор закончилась довольно рано, ей по-прежнему восхищаются, ее боготворят и считают одной из самых великих актрис и женщин всех времен. Элизабет Тейлор все так же является эталоном женской красоты, а ее личная жизнь и многочисленное замужество дополняют образ обольстительной красавицы. Она покорила весь мир своим талантом и яркой судьбой, а ее имя навечно вписалось в мировую историю кинематографа. На протяжении всей жизни у актрисы были серьезные проблемы со здоровьем. Она 5 раз ломала позвоночник, нередко со съемок ее уносили на носилках, ей удаляли опухоль мозга. Сама актриса вспоминала: «Я езжу в больницы чаще, чем другие ездят на такси. Бесчисленные пневмонии, операции на спине, на глазах, на коленях и ступнях. У меня удалены гланды и аппендикс. Мне трижды делали кесарево сечение и 1 раз трахеотомию. У меня частично удалена матка. Я болела корью и дизентерией, не говорю уже о лечении от алкоголизма и наркозависимости. Мне сделали операцию на головном мозге через 2 года после того, как в мои бедра были имплантированы искусственные суставы, а затем еще оперировали, чтобы откорректировать имплантанты. Но я верю в жизнь и буду за нее бороться». Несмотря на все превратности судьбы, актриса не теряла самообладания и умения радоваться жизни. Незадолго до смерти она заявила: «У меня никогда не было спокойной жизни. Несчастья наезжали на меня неожиданно, как поезда, но я всегда смотрела судьбе в лицо, хотя иногда оно было столь недобрым, что хотелось отвести глаза. И все же я обожаю жизнь. Я счастливая женщина. Я много раз по-настоящему любила и совершила фантастическую карьеру в кино. Разве можно просить о большем? Я просто чертовски счастливая». Это была история Элизабет Тейлор. Вы на канале Short History. Подписывайтесь, чтобы не пропустить наши новые короткие истории. А также не забудьте нажать на колокольчик. Ставьте лайки, пишите комментарии, становитесь спонсорами наших будущих роликов. Будьте с нами.